Сегодня я поделюсь с вами лучшим рецептом итальянской меренги. Конечно же, будучи замужем за итальянцем, я стала суперпрофессионалом в приготовлении итальянской меренги. Итальянская меренга очень и очень просто готовится, если знать все секреты. Вот все, что нам понадобится. Это яичные белки, обычный сахар и обычная вода. И очень важный ингредиент в этом рецепте – это термометр. В этом рецепте очень легко запомнить пропорции. Смотрите, у меня сегодня здесь 100 грамм яичных белков. Сахара нам понадобится двойная порция, то есть 200 грамм сахара. И воды нам понадобится примерно 1/3 часть от количества сахара. То есть здесь у меня примерно 70 грамм воды, 70 миллилитров воды. Очень просто запомнить. 100 грамм яичных белков, 200 грамм сахара, 70 грамм воды. И я хочу вам напомнить, что обязательно посуда, в которой вы будете взбивать яичные белки, должна быть сухая и абсолютно чистая, без всяких следов жира или еще чего-то. И желательно, чтобы она была или стеклянная, или железная. И обязательно яичные белки, когда вы разбиваете, аккуратно разделите желтками, чтобы ни грамма желтка не попало в белки. А иначе результата вы не получите. Итак, начинаем. К этим 200 грамм сахара добавляем 70 миллилитров обычной воды. Деревянной ложечкой слегка перемешаем. И теперь ставим на огонь. И вот где нам понадобится наш магический термометр. Нам нужно довести температуру сиропа до 121 градуса. Как только этот сироп достигнет нужной температуры, сразу же убираем с огня. Я рекомендую вам накрыть крышкой для начала. И когда вы увидите, что жидкость начала закипать, потом можете убрать и начать проверять температуру. Как вы видите, сироп начал закипать. Давайте проверим температуру. 105 градусов, а нам нужно 121 градус. И сейчас самое время, пока еще подогревается до нужной температуры, начать взбивать яичные белки. Слегка взбиваем яичные белки до так называемой мыльной пены. Начинаем взбивать всегда на медленной скорости яичные белки. Как вы видите, они похожи на мыльную пену. Теперь дожидаемся, пока сироп подогреется до 121 градуса и продолжим. Посмотрите, 121. Убираем с плиты. И теперь продолжаем взбивать яичные белки и при этом мелкой струйкой заливаем наш сироп. И постарайтесь, чтобы не попал ни на стенки, ни на венчик. Вот и все, итальянская меренга готова. Посмотрите, как она блестит. Надеюсь, вам видно, что она блестит. Итальянская меренга вот такая блестящая должна получиться. Как нужно определить, что она готова? Так как мы залили яичные белки горячим сиропом, то, конечно же, посуда наша нагрелась. И поэтому вы должны проверять посуду снаружи, чтобы она остыла хотя бы до теплого состояния. Пока она не остынет, продолжайте взбивать. Это примерно занимает около 10 минут. После того, как вы добавили сироп, взбивать нужно на максимальной скорости. Посмотрите, какое чудо получилось. Столько всего вкусного можно приготовить из этой итальянской меренги. В первую очередь это мои любимые пирожные макароны. Я как-нибудь обязательно приготовлю, покажу, как они легко готовятся. Также можно приготовить чудесный белковый крем из этой меренги. Просто добавить сюда обычное мягкое масло, примерно в таком же объеме, сколько и ваша вот эта масса. И чудеснейший белковый крем для торта будет готов. Просто их можно запечь и сделать вкуснейшие пирожные. И, конечно же, из этой итальянской меренги можно приготовить знаменитое итальянское мороженое семифредо, которое я тоже обязательно приготовлю и покажу вам.
Спасибо вам за то, что вы смотрели. Надеюсь, я вам хорошо все объяснила. И теперь вы сможете даже с помощью обычного простейшего миксера, который у меня, приготовить итальянскую меренгу. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.